Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пирог, который мы сегодня с вами приготовим, получается нежный. Я бы сказала, очень нежный. И причем мало кто догадывается, что добавляется в тесто. Советую обязательно повторить. Одно яблоко я уже очистила от кожицы, чтобы натереть его через крупную терку. Если нужен точный вес, то выходит 120 граммов. Далее 300 граммов тыквы отправляем к яблоку, измельчая тем же способом. Как вы уже догадались, пирог тыквенный. Но многие боятся готовить именно с тыквой пирог, потому что чаще всего преследует неудача. Пирог не пропекается в середине, либо вовсе получается клеклый. В чем же секреты? Как нужно печь пирог? Сегодня расскажу. Первое, что нужно сделать, это понять, насколько сочная тыква у вас. При этом отжимать ее не нужно. Добавляем половину чайной ложки молотой корицы. При желании ее можно исключить, если вы, конечно, не любите. И обязательно добавляем сахар. 100 грамм. Нам нужно вытянуть весь сок, чтобы мы видели сочность. Поэтому перемешиваем и оставляем приблизительно на 15-20 минут. Тем временем отдельно перемешиваем сухие ингредиенты, а именно 300 граммов муки, 8 граммов соды и щепотку мелкой соли. Это все нужно для того, чтобы сохранить пропорцию муки и соды. Ведь не обязательно все сухие ингредиенты у нас уйдут в тесто. А может быть и придется часть добавить, что бывает реже. В другой миске растираем 100 граммов сахара с очень мягким сливочным маслом, которое постояло уже при комнатной температуре. Сливочное масло 82% в количестве 150 грамм. Растерли слегка. Разбиваем 3 яйца. Думаю, что не нужно вам напоминать, что если в качестве яиц вы не уверены, разбивайте каждое яйцо отдельно и потом только добавляйте в общую массу. Тщательно размешаем до однородной структуры, причем никакой миксер здесь не нужен. Теперь посмотрим на тыкву. Здесь, конечно же, еще и яблоко, но при этом мы получили много сока. А это значит, что теста будет много. Пока смешиваем масляную основу теста с тыквенной. Если нет столько сока, тыква сухая, обычно бывает мускатная такая, то можно влить молоко или немного воды, чтобы компенсировать сухость. Добавляем частями муку, чтобы получить не жидкое тесто, но и не слишком густое. Внимательно смотрите на густоту. Нельзя делать тесто более жидким, иначе оно точно у вас не пропечется. А за счет того, что из тыквы был вытянут весь сок, мы знаем, сколько муки нам понадобится для достижения нужной густоты. Теперь, что касается формы. Мы ее смазываем сливочным или растительным маслом. Если не уверены в покрытии, то советую дополнительно посыпать еще сверху масло мукой. Лучше, конечно, использовать форму кольцо. Таким образом, у пирога нет середины, которая обязательно должна пропечься. И получается у вас больше вероятности, что пирог будет готов за указанное время. Перекладываем равномерно тесто. Кстати, диаметр моей формы 26 сантиметров. Но это количество теста подойдет и для формы 24. Выпекаем тыквенный пирог с яблоком и корицей в заранее разогретой духовке. Температуру ставлю 180 градусов, при этом конвекцию использовать нельзя, если она у вас есть. Выпекаем до готовности, до сухой палочки. У меня ушло ровно 50 минут, но это может быть и час, час 20, смотря какая форма у вас и какие особенности вашей духовки. Сверху тесто, в общем, должно подняться горкой и обязательно треснуть. Вынимаем пирог из духовки, даем остыть прямо в форме немного. И потом уже на решетке остужаем хорошо. При подаче классика посыпать сахарной пудрой. Аромат у этой выпечки отличный. Цвет приятный. Ну а что нас ждет внутри?
Внутри тесто, которое просто тает во рту. Нежное, влажное, вкусное. Сверху, конечно, осталась румяная хрустящая корочка. Почти как кекс. Но у нас никто так и не догадался с первого раза, что было добавлено в тесто. Зато рецепт взяли все. Готовьте с удовольствием. Удачной выпечки. Пока.